Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Юля. Очень рада приветствовать вас на своем канале, новых и тех, которые давно-давно со мной. Благодарю за лайки, благодарю за комментарии, которые оставляете под моим видео. Очень благодарна тем, и безмерная моя благодарность, всегда не устану об этом говорить и желать того, чтобы вернулось намного-намного больше, а так и будет тем, кто донирует этот канал, кто ценит мою работу настолько, что помогает в развитии меня, моего творчества, этого канала. Благодарю вам, дорогие мои, за все. Сегодня посмотрим тему. Вообще заглянем в душу мужчины, поговорим с его душой максимально, что у него там творится, в каких энергиях находится, чем болеет его душа, что он принимает, что он понимает в себе, что не ощущает, вернее, как ощущает на подсознательном уровне, но в мысли не пускает, да, вот эти чувства. Посмотрим, поговорим с его душой. Давайте подключимся, посмотрим, что в его жизни, какая энергетика в его жизни. В колоде участвует, колода, которая участвует в работе, это реверсивная колода, двустороннее таро. Итак, смотрим, в каких энергиях находится сейчас мужчина. Семерки мечей. Обалденно. Начало хорошее. Так, смотрите. Сразу посмотрела и дно, и верх колоды. Для чего? Для того, чтобы понять, с чем связана эта семерка мечей. Хитрит, что-то продумывает. Как-то какие-то у него уже за спиной, кстати, были такие случаи, когда он так делал. По отношению к вам смотрим, естественно, все ситуации. В его душу заглянем. Но тут явно человек в активной позиции по отношению к вам, то есть он пытается каким-то образом сманипулировать ситуацией и вам, ну не знаю, может какую-то гадость, подлость сделать, может что-то невинное, По сути, он уже засиделся в своей девятке кубков и понимает, что вот тут за пределами его комфорта, за пределами его зоны комфорта, вот той ситуации, в которой он находится, есть нечто интересное, более привлекательное, какое-то прям изобилие. Может быть, даже вас как раз видит той девушкой, которая привлекает его, но она находится не рядышком с ним. И здесь тоже может проигрываться вот по этой карте, если он думает о вас, то как расстояние, будто бы он не может за пределы своей клетки, можно так сказать, да, чувственной клетки, золотой клетки, где он там находится, выйти, но понимать, что там за пределами есть более интересное, больше чувств, больше эмоций, полный рог изобилия вот всего того, чего у него сейчас нет. Так как колода перетасована, смотрим энергии еще, не будем тасовать. Да, он будто бы хочет переродиться. Отвернутый король мечей. Король мечей еще отвернутый. Еще одна энергетика такая тоже мега мужская. Императора тоже отвернутого от вас. Он от вас реально отворачивается. За это время идет перерождение его. А в хорошую или в какую сторону? Ну, по сути, знаете, из короля мечей в императора, ну, прям сильно переродился. Работа. Он прикрывается тем, что сейчас говорит о том, что, ну, возможно, здесь мужчина как раз в рабочем процессе, находится в работе, у кого выходной день, ну, не знаю, может быть, тоже занят какими-то делами рабочими дома, а может и в самой работе. Здесь человек погружен в такую мужскую деятельность, и об этом говорит. Здесь, в принципе, во время того процесса, рабочего процесса, проходит еще такой процесс, как чувства. Они задействованы все-таки. Есть все-таки существо в этом мире, на которое его внимание сосредоточено. То есть он понимает, что за пределами его работы, за пределами его каких-то рамок есть некое существо, которое его может переродить. Из короля мечей императора сделать что-то другое, абсолютно другое. Интересно. Так, это был верх колоды. Так, наш старец спит. Ух ты, семья. Что у него в душе? Ну, вы знаете, тут скорее человек понимает, что вы такая женщина красивая, ухоженная и шикарная. Но
Вы знаете, он чувствует себя каким-то стариком по отношению к вам. Отношения спят в стагнации. Он бездействует в вашу сторону абсолютно. Абсолютно. Но вот за этим бездействием хитрость кроется, да, то есть вот какая-то внутренняя активность все-таки существует. Семейная карта здесь проигрывается. Возможно, он в семье сейчас находится и строит свою стабильность. Общая энергетика такая, что да, рабочий процесс, да, но общая энергетика такая, что в итоге он возвращается в семью. Может так проигрываться. А что здесь может быть? Энергия. Ну, по сути, он отвернут от вас. Отвернут от вас. То есть есть некий мирок, в котором он живет. И он говорит о семье. Отношения спят, говорит он. Есть некое красивое создание, которое его привлекает. Да он и сам строит, видите, либо бизнес, либо работа. Строит свою империю, мир. Занят своей работой. Да, здесь пентакли. По сути, энергия страсти отвернута от вас, его энергия. Угу. Семья. С кем ты видишь семью? Но здесь уже говорят о том, что чувства его подсказывают ему, что с вами был. Он хотел союз, и видит в этом перспективу какую-то. То есть душа его прям вот понимает, что как только он достигнет какого-то уровня ему выгодного для продолжения следующего этапа его жизни, он может выйти на следующий уровень и, по сути, задуматься о союзе с женщиной. Если это вы, ну, не знаю, помашите ему ручкой. Если он вам нравится, скажите, что я здесь. Шутка, конечно же. Но, по сути, человек говорит нам о том, что сейчас этап жизни, когда он строит свой капитал, свою стабильность, свою уверенность в завтрашнем дне, получает какие-то денежные вознаграждения, шансы. Здесь человек говорит только о том, что только после этого он готов к союзу. Думать об этом он будет после этого. А сейчас отношения любые, на паузе, абсолютно любые. Да. Любая императрица от него отвернута. Ну, конечно, и вы отвернетесь от него, если человек к вам не обращает, никакого внимания на вас не обращает. Ох-охо. Да, это доставляет вам, естественно, какие-то раны душевные. Но здесь говорится о том, что в это время, пока вот он в таких энергиях, он тупо залечивает свои раны, которые были нанесены им, наверное, в прошлых отношениях. Тут уже, знаете, как он прощается с разбитым сердцем. Он понимает, что на горизонте все налаживается. Здесь, ну, по сути, немножко такие энергии. Есть темная энергетика, отсюда идет, скорее всего, отвернутость от вас. Но в его жизни проходят светлые моменты. То есть он будто бы перерождается заново. Из мечевого короля он хочет выйти в более светлой энергетике, да, то есть уже задумываться о том, когда создаст свой капитал, задумываться о союзе, залечить сердце. Здесь уже пошли энергетики более теплые, хоть и отвернутая вы от него, но он понимает, что как только сердце залечит в этом процессе, когда работает над собой, как раз и сердце залечит, вот он так говорит. Пока работаю, пока отвернут от нее, немножко сердечко залечится, и можно начинать. По сути, в вас он видит, то есть он ищет ту женщину, союз с такой женщиной, которая вылечит ему сердце. Его императрица, то есть вы, отвернуты от него. Да, он прорвал бы, конечно, эту стену, но здесь даже эта ситуация, я бы сказала, вас немножечко злит. Тут вас, наверное, показывает уже. Так, хорошо. Что еще на душе? Что ты хочешь нам сказать?
Но пока охраняет свою территорию, пока не пускает в свою страну, в свой мирок. Вот у него там все хорошо, все понятно. Хоть он такой вот грубый мужлан, стоит с этим странной палкой, жезлом, стоит и никого не пускает. Вообще никого, да. Вот на реверсивной колоде тут такая какая-то слишком дикая и слишком негативная энергетика, я так скажу. Но вот он абсолютно никакое существо на свою территорию не пускает. По сути, похоже что-то на отшельника в легкой форме. В легкой форме. Но страсти есть. Кипит. Кому у тебя страсть кипит? Почему ты такой страстный? К той, которая ждет его. Может быть, и не напрасно. Тут прям такой... Угу. Да, тут же он просыпается, как жезловый король. Кто же это? Ну, он делает выбор. Да, что-то любовное. Вот и пара. Вот и пара. Покажите мне ее, о ком ты думаешь. Не покажет. Он вообще пентаклевый король, который отвернулся от нее. Такой смешной какой. Смешной какой попался нам здесь. Стоит на выборе сейчас наш жезловый король и пентаклевый король. В двух ипостасях он себя здесь показал. Потому что сейчас, да, я, говорит, имею влечение к одной женщине, которую считаю для себя парой. Я стою на выборе сейчас, потому что выбор какой? Тут, скорее всего, он заговорил о выборе пентаклей, так как он, пентаклевый король, отвернут от вас, потому что сейчас он строит свой мирок. Страстью повернут к вам, но отворачивается, потому что строит свой бизнес, работу, становится на ноги. Тут вот такое говорят. Жрица, отвернутая от него. Ну вот, тут прям зеркальная. Он отвернулся, и вы отвернулись. Он помогает, но не вам. Вы тоже строите. Он понимает, что и вы интуитивно считываете информацию с его поля. Возможно, он тоже понимает, что вы как-то смотрите, ну, вернее, как понимает, квантово где-то ощущает, что вы прям чувствуете его насквозь. Возможно, вы как раз в раскладах получаете эту нужную информацию для себя и понимаете его мысли, не задавая лишних вопросов мужчине, правильно? Они же этого не любят. Вот. Расклады помогают женщине как раз успокоиться морально и не истеричить по поводу молчания мужчин. Да. Узнал в раскладе все, что нужно, и все, не задаешь глупых вопросов. И он в недоумении, почему она так себя ведет. А вы, спокойная жрица, здесь отвернулись от него, и так знаете, что у него там происходит в его мирке. Вот. А он помогает себе в это время строить свою империю. И не решается даже какой-то шаг в вашу сторону сделать. И что же? А вот и наша семерочка мечей. Да, будет, знаете как, бредить вами, представлять во сне. Вы ему снитесь. Вот по этой карте, перевернутой, реверсивной семерки кубков, вы ему явно снитесь. Он просто видит ваш образ так, как он таким, каким он хочет видеть. Возможно, иллюзию вашу, возможно, вас еще толком и не знает. Либо даже если вы встречались, он все равно вот бредит вами, представляя так, как хочет. Хитрит, лукавит, не договаривает максимально, это минимально, максимально обманывает, что-то скрывает. А что это у нас за тройка кубков? Нет, ему не хватает чувств. Он говорит о том, что, конечно же, я за всей своей работой, за всей своим статусом финансовым таким, вот, который он хотел бы удержать и закрепить, прийти таким королем пентаклей к вам, да, как здесь показывали. Но он может потерять чувства, потерять вас. Но вера есть, потому что здесь реверсивная четверка кубков, она уже не такая депрессивная, как обычная, да, то есть разочарование какое-то, даже не разочарование, а отказ, не хочу. То здесь он понимает, что кубки хоть разлиты, абсолютно все, но есть выход, есть романтика, есть новые чувства, новые берега, новые ощущения. А здесь он уже как кубковый король.
хотел бы праздника такого легкого, светлого с вами. Выпить чашечку кофе каждое утро. Вот. Рыбка у него тут такая, вообще такой прикольный этот король. Рыбка у него в виде ожерелья. С цветочком сидит и кубком. Вот такой вот он приплывет к вам. Надеемся на этом кораблике. Так, смотрим дальше. Что он там в душе у него. Да, знаете, как вот я сказала, приплывет, он тут же сказал, нужно еще оценить ситуацию, подумать, пожонглировать, поиграть. Что ж такое? Закончить что-то хочет. Да, закончит какой-то этап свой. Вот он говорит как раз, вот все это дело закончу и буду проявляться, уже делать наши отношения. Что это у нас, манипуляция или же... Нет, смотрите, здесь, да, есть какой-то манипулятивный момент, потому что вас он тогда видит, что вот пока он там будет работать, пока он будет закрывать все свои пробелы, становиться на ноги, вы можете охладеть к нему. Вверх колоды показывает нам звезду, не могла не обратить внимания. Здесь и расстояние, конечно же, но здесь вы та, до которой трудно дотянуться. Вы звездочка, которая манит. Вы очень красивая, он вами любуется. Глазами буквально раздевает. Вы созданы будто бы и для любви, и для семьи. Тут такое проигрывается. Классно. Хорошо. А что вообще намерен делать? Вот мне интересно. Душа твоя скажет, что ты намерен делать дальше. Но пока ничего. Его что-то злит. Что это точка какая-то. Сложно ему, будто бы, знаете, как вот сложно ему. Потому что... Возможно, он как-то в предвкушении того, что, не дай бог, пока он уже закончит все свои дела, явится, а вы уже давно закончите с ним отношения, поставите для себя жирную точку, скажете, все, здесь все закончено. Но, по сути, он может со злости даже, здесь он говорит, в своей нерешительности как-то проявиться, он может поставить точку. Посмотрите, какой нерешительный здесь экземпляр. Он прям стоит обозленный, какой-то завистный. Тут зависть проигрывается, тут... обозленность на то, что он не может действовать, стесняется как-то так проявиться, показаться. И от этого очень сильно страдает, переживает, завидует тому, что вокруг вас, может быть, другие мужчины, а он не может этого сделать. Вот так вот. Эта ситуация его очень злит, и, по сути, он даже готов как-то точку поставить, потому что ему тяжело. Тяжело как-то переступить вот эту как бы свою зону. Выйти за пределы. Ну вот опять показывают, что он пока в первое действие, конечно, будет супер. Он готов поставить точку. Лучше поставить точку и самому себе сказать, что все, закончено. Потому что я вот в своей 9 кубков все-таки сижу и просто наблюдаю. Мне там хорошо, я там такой довольный, такой тип стоит. Создал все, что ему необходимо. Там тепло, там у него красиво, богато. В чувствах все нормально, но расти не хочет, дальше не хочет. Там сидит и застрял. Но вы для него королева кубков, а он кубковый король. Все-таки любовь не пройдет. И что же? Но он будет зависать. Он не хочет показаться слабым. Поэтому и отворачивается. Сейчас он слаб, да, вот слаб энергетически, возможно, слаб по отношению к вам. Но вы пара, здесь выходите. Вот когда уравновесит свои силы, когда успокоится все у него в жизни, когда сердце залечится, он все-таки говорит о том, что да, тогда вот я решу, приму решение, четко вот по тузу мечей буду что-то делать. Здесь вообще реверсивный туз мечей, вот такой интересный тоже. Мрачный, но есть движение. Он победит какую-то ситуацию, венок победителя, да, который орел несет. А тут, знаете, как еще проигрывается? В этой колоде реверсивный туз мечей говорит о том, что он сначала, возможно, заявит о себе в письме, в сообщении каком-то, в звонке, до того, когда примет решение окончательно. То есть он заявит о своей победе и только потом примет решение.
Сначала, видите, как такой птичка-гонец. А птички — это у нас сообщение прежде, до того, как будет действие. Что ж, что ты в заключение хотел бы сказать девушке? Что твоя душа хотела бы ей сказать? Ну, класс. Туз кубков — это любовь. Он хочет с вами действительно любви, новых ощущений, вместе идти по жизни. Здесь правильный туз любви, туз чувств, туз кубков, туз чаш. Здесь правильный шут, идет в правильном направлении, поэтапно, да, проходить каждый этап, вот вместе с нуля что-то начать. Сначала, с нуля, обнулиться, успокоиться, решить что-то и начать с вами что-то сначала очень бы хотел. Это буквально заключительная фраза, заключительная такая ниточка мыслей, да, которая есть в его голове, которую он хотел бы вам сообщить. То, что передает его душа вам. Вот так. Интересно. Что ж, давайте советы, без них никуда. Посмотрим по советам. Я все думаю, может, обойдемся без советов? Нет, все-таки. И не открываю эту колоду до того. Но все-таки нужны советы. Посмотрим. Так, тут же вылетает наша сила. Имей свою силу, держи ее в центре себя, в центре внимания. Да, тут просто все, да. Перестаем грустить, перестаем находиться в таком нищенском, просящем состоянии, когда грустно, когда одиноко, когда нет ресурсов. Находим свою силу. Сила есть даже в таком безресурсном состоянии. Тут есть ключ, тут есть ключ, и тут есть замочек, да, то есть можно, замочная скважина, вернее, куда можно вставить этот ключ и открыть эти двери. Тут пентаклики нарисованы на этой двери, говорящие о том, что там за этой дверью есть ресурс. А здесь девушка сидит и плачет, что ничего у нее нет, а ключиком воспользоваться не хочет. Обрести свою силу и подготовиться к новым впечатлениям, новым романтическим проявлением мужской энергетики в вашу сторону. Какие-то встречи можно, даже так, совет, пойти навстречу. Собраться с силами, выйти из этого состояния пятерки пентаклей, взять ключик, открыть дверь, выйти в эту дверь. Там будет сила, там будет ваша энергия, и там будет мужская энергетика, которая тоже подпитывает женщину извне очень сильно. Дополнительная сила. Колесница. И вот такой напрягаем свою силу в эту колесницу, двигаемся по жизни в своем направлении, выбранном вами направлением, без раздраева, а уже слаженно, когда мысли, чувства, действия, они все в одном направлении, когда душа и разум вместе. И тогда колесо фортуны — это ваша судьба начинает вертеться уже в вашу сторону, как говорят. Туз кубков на дне колоды говорит о том, что здесь туз кубков, здесь туз кубков. Ну, тогда, что ж, здесь, в этих отношениях, вполне возможно, высшие силы дают добро на то, чтобы здесь все было заново, все было после обнуления интересно, и новая любовь здесь вполне реальна. Новые чувства в этой любви, в этих отношениях. Девочки, желаю, чтобы то самое лучшее, что вы услышали, реализовалось у вас. И вы приняли это для себя. Если вы видите, что достойный мужчина, пускай это проиграется с достойным мужчиной. Но если вы видите, что какой-то момент вам не нравится, проговаривайте это. Если понимаете, что мужчина не идет на уступки, и все равно давление, которое разбивает ваше сердце, если все-таки в вашем окружении находится мужчина, который приводит вас в пятерку пентаклей, ну, я не знаю, отказывайтесь, наверное, от такой жизни с мужчиной. И берите жизнь в свои руки и двигайте колесо фортуны в свою сторону. Берите эту колесницу и чемоданчик, что там у вас есть, и вот как этот шут, берем и идем в свое новое начало. Потому что там будет другая любовь,
другая вы сначала, да, то есть это любовь прежде всего к себе, и только потом уже чувства мужчины, который приходит на эту энергетику. Вот такие вот интересные потоки были сегодня. Я благодарна за то, что посмотрели это видео, за то, что были со мной до самого конца победного. Пускай самое лучшее реализуется, еще раз говорю. Благодарю за лайки, благодарю за комментарии, благодарю за донирование канала особенно. Пускай вернется вам в разы больше. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.